Всем привет! Сегодня делюсь рецептом обычного самого простого ржаного хлеба. Я буду делать в этом видео два варианта. Буду делать подовый вариант и формовой. Этот хлеб можно делать на пшеничной закваске, можно делать на ржаной закваске или можно поставить на пшеничной закваске ржаную опару. Все ингредиенты, которые вы сейчас видите на экране, это ингредиенты на один небольшой подовый хлеб. Для формового хлеба нам понадобится ровно в 2 раза больше всех ингредиентов. Свою закваску я сегодня уже подкормила утром, и она уже поднялась, на данный момент находится на пике и готова к использованию. Для небольшого подового хлеба я буду использовать 175 мл теплой воды. Температура воды сейчас вы видите на экране. Сюда же я добавляю 30 грамм солода. Это у меня экстракт солода ячменного. Можно использовать ржаной, можно ячменный, такой, какой у вас есть. Все это хорошенечко перемешиваем. Добавляем сюда 5 грамм соли и 110 грамм закваски на пике. Закваска на пике очень густая, хорошо выглядит, хорошо пахнет и совершенно не кислит. И все снова хорошенечко перемешиваем до растворения закваски в этой жидкости. И добавляем 250 грамм ржаной муки. Ржаную муку можно использовать цельнозерновую или, если нет цельнозерновой, то можно использовать и обдирную. Такая, какая у вас есть под рукой. В принципе, это не сильно влияет на рецепт. Все это снова хорошенечко перемешиваем. Здесь я использую только лопатку. Тесто очень мягкое и очень липкое, но прилипает к рукам очень сильно, и руками вымешивать его очень неудобно. Но тесто мягкое, легко вымешивается лопаткой, и в итоге получается вот такое. Замешиваем до полного увлажнения муки так, чтобы не было непромесов, и оставляем на брожение это тесто примерно на час отдохнуть. Температуры брожения у вас сейчас были на экране. Уже за кадром я приготовила такое же тесто, но в двойном объеме, и буду готовить еще и формовой вот в такой форме. Здесь у меня в форме есть отверстия, которые не очень подходят для этого теста, поэтому я их закрою вот таким кусочком фольги. Вот так в итоге у меня получается. Размеры этой формы в высоту примерно 11 сантиметров, в длину 19 и в ширину тоже около 11 сантиметров. Форму смазываем растительным маслом со всех сторон очень тщательно, особенно если у вас именно такая формочка. Эта форма может прилипать к хлебу или хлеб может прилипать к форме, и потом его будет сложно вынуть, поэтому смазывать нужно очень тщательно. И перекладываем сюда все мое тесто. Как я уже сказала, за кадром я приготовила двойной объем всего теста для формового хлеба. И получается вот столько теста в этой форме. Занимает тесто примерно 50% формы, половину. Теперь смоченной лопаткой в воде я ее смачиваю холодной водой. Аккуратненько приминаем тесто к форме, выравниваем его и выравниваем поверхность. Если тесто тянется за лопаткой, лопатку снова макаем в холодную воду и снова проходимся по тесту. Я еще люблю немножко выровнять края, придать ему форму и пройтись лопаткой еще и по бокам. Вот так в итоге лежит у меня тесто, сверху ровная поверхность. Важно выровнять тесто именно на этом этапе, потому что тесто поднимается и остается именно в таком же виде, как вы его и положили. Если тесто будет с неровной поверхностью, то хлеб тоже будет неровный. Теперь оставляем тесто на расстойку до тех пор, пока тесто не поднимется в 2 раза. Ну а теперь подготовим небольшой подовый хлебушек. Это как раз то количество ингредиентов, которое указано в начале видео. Для этого стол нужно обильно смочить холодной водой, руки я также смачиваю обильно водой и выкладываю тесто на стол. Тесто очень-очень липкое. И формуем наш хлебушек. Хлеб на ржаной муке не особо сильно поднимается в высоту или не особо сильно расширяется, поэтому мы формуем достаточно высокую заготовочку. Не нужно ее делать слишком плоской. Если тесто снова прилипает, смачиваем руки водой и продолжаем сглаживать края мокрыми руками. Добавляем воду. Очень интересный процесс работы как с глиной практически. Добавляем воду, сглаживаем края, снова добавляем. Лучше это делать небольшими движениями, вместо того, чтобы давить тесто, оно хорошо сглаживается и в итоге получается очень красивая, хорошая, ровная заготовочка. Я ее перекладываю на пергаментную бумагу, и пергаментную бумагу я положила на разделочную доску. Снова выравниваю все края. Вот так моя заготовка выглядит. Она очень гладкая, ровная и блестящая.
Дальше хлеб все еще будет стоять и растаиваться. Для того, чтобы мне было удобно, я снова переложу его в корзинку, но уже с пергаментной бумагой. В этом нет, в принципе, необходимости, это делать не обязательно, но это делаю я, мне так удобно. В таком случае хлеб не расплывается, он лежит аккуратно и держит свою форму. Загибаю все края пергаментной бумаги так, чтобы пергаментная бумага не слипалась с тестом и не портила внешний вид заготовки. Накрываю свое тесто пленочкой и убираю его в тепло при тех же температурах ферментации, которые были указаны ранее в видео, до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме и у него на поверхности не появятся первые дырочки. Вот так мое тесто выглядит, оно даже немножечко перестояло. Но я хочу выпекать и подовый, и формовой одновременно в духовке, чтобы не включать 2 раза духовку, поэтому этот маленький хлебушек немножко у меня перестоял. Я его вытаскиваю на дощечку, снова прохожусь по краям, смачиваю его водой и подравниваю краюшки, если есть необходимость. Если хлебушек во время расстойки потерял свою форму, то сейчас его можно подправить, но это нужно делать уже очень аккуратно, потому что внутри уже он поднялся и он воздушный и очень мягкий. Так как мой маленький подовый хлебушек слегка перестоял, я думаю, что он, скорее всего, немножко потрескается в духовке. Попробую сделать дырочки и заодно проверим, поможет ли это избежать трещины на поверхности в духовке. Отверстие я делаю деревянной китайской палочкой, которую я заранее смочила водой. Сделаю всего 3 и посмотрим, как оно будет. Вот так в итоге хлебушек мой выглядит на данный момент. И давайте посмотрим на формовой. Формовой очень хорошо поднялся, и у него на поверхности начали появляться тоже первые дырочки. Сверху я его дополнительно смочу водой, и самое время ставить хлеб в духовку. Духовка у меня уже нагрелась до нужной температуры, и маленький подовый хлебушек я буду выпекать на камне для пиццы или на камне для выпечки, а формовой я просто поставлю рядом. Все температуры выпечки хлеба сейчас были у вас на экране. Обращайте внимание, что маленький хлебушек печется немножко меньше по времени. Дополнительно я сбрызгиваю все стенки духовки водой. И во время выпечки я открываю еще духовку 2-3 раза и дополнительно снова смачиваю хлеб водой. После выпечки хлеб снова я смачиваю водой и вынимаем его из формы на решетку до полного остывания. Ржаному хлебу особенно важно дать время на созревание и оставить его до полного остывания. Обычно я выпекаю хлеб вечером и оставляю его на решетке до утра. У меня уже сейчас утро, и вот так выглядит хлебушек. Маленький подовый хлебушек все-таки треснул сверху, но треснул красиво, небольшие трещины, что не сильно повлияло на его внешний вид. А формовой хлебушек выглядит очень хорошо, он получился очень красивого темного цвета, пахнет безумно вкусно. Ржаной хлеб с большим содержанием именно ржаной муки всегда получается достаточно плотным по текстуре, но одновременно он и очень мягкий. Вкусный и очень ароматный. Я делала на пшеничной закваске, как вы видели, этот хлеб совершенно не имеет никакой кислинки, нет даже намека на кислоту. Очень вкусный, глубокий такой вкус именно ржаной муки. Ну и, конечно, такой хлеб вкуснее всего идет и просто с маслом, и с икрой, и с красной рыбой, к борщу или с кусочком сала. Очень вкусный и очень ароматно. И давайте разрежем и посмотрим еще и маленький подовый хлеб. Несмотря на то, что тесто на эти два хлеба было совершенно одинаковое, и на вкус, и на внешний вид эти хлеба немного разные. У подового хлеба корочка получается более светлая и более мягкая. И мякиш тоже у него получается более пористый и более мягкий. Поэтому, если вам нравится более мягкий хлеб, то подовый в этом случае подойдет лучше. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, я на все вопросы отвечаю в комментариях. И до встречи в новых видео.